Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Рыбка у нас была недавно, но она была свежая. А сегодня у нас будет рыба-гриль. Так ресторан, собственно, и называется. Давайте пройдемся, посмотрим, что у них можно выбрать. Да, я знаю, Рома уже засмотрелся на пампана, но это не обязательно. Там есть необычная штука, которую я вообще название не знаю, а также скат, макрель и прочие рыбы-куртки. Давайте что-нибудь закажем. Здесь у них присутствует некоторый все-таки выбор. Может быть, искушенному человеку захочется побольше, но мне, в принципе, этого достаточно. Тем более, что 4 вида из них мы сейчас закажем. Давайте посмотрим. Конечно же, начнем с какого-нибудь ската. Давайте вот этого. Или вот этого. Ром, тебе какой? Давай вот этого. Вот этого ската нам. Да, один. Затем мы возьмем эту непонятную рыбу, это ставрида. Я не знаю, как они ее готовят, поэтому хочу попробовать. И затем вот это. С виду напоминает лакедру, но что это конкретно, я не знаю. Поэтому скат, 2 совсем непонятные и 2 относительно понятные. Окей? И вот эти 2 совершенно непонятные рыбешки. Аквариумы, как вы видите, здесь тоже имеются, но на самом деле набор в них достаточно стандартный. Ракушек приличное количество, но мне, по крайней мере, захотелось ту самую рыбу. Я люблю пробовать что-то новое, уверен, вы тоже. Короче, сегодня рыбка. А аквариумы, да, нормально все, молодцы, что есть. Наша рыбка пока готовится, чистят ее и подготавливают, а здесь кто-то заказал себе пампана. Рома не мог не подснять. Первое блюдо нам уже поднесли, а именно ската, и я не видел, чтобы его жарили на гриле. Скорее всего, это на пару, либо просто отваренный. Не знаю, сейчас узнаем. Перед тем, как начать пробовать, хотел сказать, как обычно, здесь на стол всегда подают вам арахис. Стоит это обычно в районе 20 тысяч донгов. Как видите, я немножко подгрыз, так что буду вынужден за это, естественно, заплатить. Ну да ладно, это не самые большие проблемы. Просто имейте в виду, ровно так же, как и салфетки вам подаются, этот за дополнительную плату. Ну а мы давайте приступим к скату. В конце концов, это замечательная рыба. Кто меня смотрит, тот уже знает. Да, и, конечно же, как обычно, они принесли все нам для того, чтобы мы делали спрингроллы. Я, честно говоря, не любитель спрингроллов в том плане, что вся эта трава, особенно в таком количестве, забьет вкус той самой нежной рыбы, за которой я сюда пришел. Вот уже и следующую нам поднесли. Поэтому я люблю зеленый манго, огуречек, отдельно мята, отдельно базилик, просто в прикусочку, когда вкуса дополнительного хочется. Ладно, хватит базарить, давайте ближе к делу, а именно раздербанивать скат. Господа, собрались во Вьетнам, обязательно пишите. Все мои контакты находятся в телеге. Если вам потребовалось, например, трансфер, например, аренда байков, или вообще вы только планируете свой отпуск, но собираетесь посмотреть, прицениться, а что там по жилью и все прочее. Да, это все можно, написав мне, узнать в Телеграме. Так что смело пишите и планируйте свой отпуск заранее, потому что сейчас уже люди бронируют жилье на январь примерно. Это будет самый сезон с декабря по апрель. Обязательно пишите, все найдем, все сделаем. Билеты только с вас, а все остальное с нас. Уберем завал огромный из лука, жареного лука и прочего масла. Окей. Роман, что, пополам попробуем? Ну, смотри, нежненько, нежненько. Давай. О, смотри, тебе большая часть оторвалась. Отлично. Вот так Роману. А вот так мне. Смотрите. Костей, главное, в скате никаких нету, поэтому со шкуркой, со всеми делами. Ну и сочность, да, вы видите. Замечательно все. Короче, вот так вот и куснем сейчас. Оп, иди сюда. Вот оно. Вот таким вот огромным куском. Салфеточки.
кусочек позвоночника попался, но он хрящевой, поэтому переживать особенно не стоит. Не надо вычищать там еще что-то. Ну что ты не открываешься? Вот такой вот хрящик. Можно прожевывать, можно оставить. Вкусно, здорово, нежная рыба. Но на мой взгляд, чуть-чуть они переборщили с вот этой засыпкой. Я бы все-таки немножко ее в стороне так подавал. Но они задали вкус, они так видят, они такие художники, они здесь такие повара. Конкретно этом ресторанчике, потому что нам подавали в разном виде. Слишком луково. Ну да, наверное. Я ничего против не имею, а у Романа, наверное, будет альтернативное мнение. Потому что он и до этого ската пробовал. Короче, чего я буду объяснять? Роман, давай бомби. Ну, сама рыба прикольная, нежная, понравится тем, кто любит сочетание рыбы с жареным луком. Я вот вообще не переношу этого Я сочетания. это имел в виду. А так, ну, прикольно, если бы не лук, и если бы они ее посолили еще, потому что она пресная. А ты знаешь, морскую рыбу зачастую вообще не солят на самом-то деле. Он нам тут метают на стол аки лосось на нересте икру. Ну и порядок, хорошо. Да, наверное, но так подали. Остальные, как видишь, Роман без лука. О, с обеих сторон тут все подносят. Остальные без лука, так что Рома будет доволен, я уверен. Поехали далее. У нас тут сразу 3 рыбы в доступе. Давайте, наверное, со ставритки начнем. Как бы ее так отковырять аккуратно. Потому что у нее вот сверху, вот как видите здесь, прям броня. Ее не съешь. Вот, поэтому вот так вот аккуратно снимаем. Да, и вот теперь мы добрались до того самого миска. Да еще и под маринадом, как видите. Слушайте, с сочностью вроде бы у них все в порядке. Прям вообще хорошо. Давайте хороший кусочек отломаем. Вот. И вот так попробуем. Как всегда, друзья, огромное спасибо всем тем, кто уже поддерживает наш канал. Без вашей помощи ничего бы этого не было. А тем, кому нравится то, что мы делаем и хочет, чтобы это продолжалось, напомню, что можно поддержать канал, сделав подписку на Boosty, на Patreon, либо заслать разовый донат, ну или оформить спонсорство на YouTube. Подписка же стоит от 150 рублей в месяц. Учитывая, что мы выпускаем по 10 примерно роликов, то это по 15 рублей за один ролик. Что это такое? Более того, подписавшись на Boosty, Patreon и так далее, и на YouTube в том числе, вы получаете доступ, скажем так, слегка неформатному контенту, который я не могу оставлять в открытом доступе. Да, его уже очень много, и ко всем предыдущим вы ровно так же получаете доступ. Так что смело подписывайтесь и смотрите, что мы тут с Романом иногда сидим так неформально обсуждаем. Спасибо вам. Здесь уже, как вы понимаете, присутствуют косточки. Вот реберные, естественно, нужно достать. Выковыривайся. Вот, Роман, да, хвостик. Там вот костей вроде не должно быть. Ром, так с обратной стороны бери. Там же у нас целая рыбина. Держи, ковыряй. Как-нибудь вот так вот и заценим. Вроде все косточки достал. Парочка маленьких осталось. Вообще не страшно, прожевываются. Молодцы, что оставили рыбу сочной. И молодцы, что придумали такой маринад. Это вкусно и классно. Косточка. Рыба действительно классно, здорово приготовлена, не передержанная ни в коем случае. Маринад довольно острый, это нужно отметить. Его много, но в то же время вот ешь и такой, да прям вот хорошо. То есть рыба в данном случае с этим маринадом, вот Рома с обратной стороны тоже уже подгрыз маленько, значит, ну здорово и классно.
Мне очень понравилось. Я ни в коем случае не жалею о том, что мы взяли простую, обычную ставриду. Действительно хорошо и вкусно. Да. Ром, я вот хвостик совсем бескостный попробую, а ты говори. Офигенная, очень вкусная морская рыба. И очень подходит вот этот маринад. Чем-то похож на, как это, хреновина называется, у нас делают в России. Вот таких я готов прямо штуки 3 съесть, чем-нибудь там запить. И все, я прям вот наелся. На обед, например, какой-нибудь. Будет прям очень вкусно. По остроте? Ну, если человек острое не переносит, ему это не подойдет. Да, по остроте нужно отметить, что довольно крепенько. Что-то здесь внутри в качестве ливера присутствует. Я думал, какие-нибудь печенки будут, но нет. Это просто какой-то измес из трав дополнительных и там не пойми какие-то кишочки. Короче, ставрида однозначный лайк. От меня также однозначный лайк, конечно же, скату. Но, как видно, не всем заходит. Ром, что следующее? Вот у нас лакедра под маринадом, а неизвестное, как видно, без всего. Наверное, неизвестную, потому что, мне кажется, лакедра под тем же маринадом. Может быть, давай. Крупненько давайте расковыряем. Неизвестная на данном этапе рыбка для меня, потому что, ну, морских много. Так, вот сочность я могу отметить. Это понятно. И могу отметить довольно крутую шкуру. Да, потому что вот с ней прям так сразу ты и не съешь. Но, тем не менее, иди сюда, отковыривайся, хвостик. Вот. Оп. Готово дело. Вот так. И попробуем. Сама по себе рыбка для начала. Соусы потом. Вы знаете, был такой момент, когда Шарапов описывал Фокса для Жеглова. И он такой: лицо, одно слово, бабам нравится. Лицо такое, ну, одним словом, бабам нравится. Так вот, рыба, одно слово, Роме понравится. Замечательная, морская, без каких-либо костей. Как вы видели, я половину спины и хвост весь съел. Натуральный, хороший, морской вкус рыбы. Ничем лишним не забит. Я вот таких, назовем с позволения, подлещичков бы, если на рыбалочку вот здесь вот съездил и натаскал, да вообще замечательно. На ужин, ну, отличная, морская, замечательная рыбешка. Ну, просто кайф, Роман, налетай. С обратной стороны вот тот же самый спинку и хвостик тоже бери. Рыбка маленькая, поэтому лучше всего заказывать, конечно, каждому по такой. Ценники пока не знаю. Я не знаю, будут ли они появляться сейчас, либо в конце, скорее всего, сейчас. Но узнаем мы просто это в конце. Все же продается на развес. Это действительно новое определение рыбы. Ромке понравится. Но это означает нормальная, хорошая, вкусная, добротная морская рыба, которая приготовлена без излишеств. Вот так. Такое определение будет. Надо в Википедию это куда-нибудь вставить. Роман, ваше мнение после дегустации? Ну да, так все и есть. Это очень вкусная, нежная морская рыба со вкусом морской рыбы. Я таких рыбов готов каждый день есть. Ну, в целом, да. Так что появится. Мы узнаем, что это за вид рыбы, как называется. Я уверен, что это какая-то непритязательная, особенно морская рыбешка. Да. Берешь и вкусно ешь. Ладно. И вот, кстати, ей подходит, что ее ничем не намазали. У нее свой вкус очень офигенный. Да, вполне возможно, потому что, во-первых, она маленькая, мне кажется. Тут убить просто вот посыпал чуть-чуть и сразу же убил ее вкус весь натуральный. Ну окей, у нас впереди лакедра. Обычно эта рыба довольно сухая. В интернете очень много видосиков, как лакедру прям филируют и сашими нарезают. Она там прям живая, прыгает, все дела. Очень красиво и классно. Сашими из лакедры я никогда не пробовал. И здесь, пожалуй, в этом месте я тоже бы это не рисковал делать. Это вот лучше в тех самых корейских ресторанчиках, откуда я видосы смотрел. Но
Как приготовили? Вопрос сейчас посмотрим. Потому что приготовить сочно их я просил именно через переводчик. Ребята, приготовьте сочно. Посмотрим. Давайте вот так. Спинку проверим. Нежность капец. На самом-то деле. А вот по поводу сочности, да, рыбка очень и очень сухая. Это вот видно сразу. Тут как ее не готовь, ее, я уверен, сразу приготовил, и она сразу же стала сухой. Ну да, в общем-то это видно. Очень нежирная рыба. Я уверен, что дело в основном именно в этом. Можно вот разные кусочки попробовать. Вот можно со спинки. Вот, разваливается, смотри. Вот такой кусок. И с брюшка. Брюшко должно быть понежнее. Для начала брюшко, чтобы понять нежная часть этой рыбы, насколько она хороша в сравнении с действительно нежной рыбой. Те, что вполне. Да. Сочненько, хорошо. Не сильно отличается от этого. Здесь просто дополнительный вкус. Да. И вот спинку теперь. Вкусно. Все здорово. Но это уже ближе к пластилину. Нет, поймите правильно. Рыба вкуснейшая. Замечательный маринад. Ровно такой же, как был на нашей первой уничтоженной абсолютно ставриде. Так вот, могу сказать следующее. Да, рыба по себе классная, хорошая, суховата. Ну, знаете, как тунец. Тунца ты либо прям обжарил, чтобы он красненький внутри оставался, и тогда он вкусный, хороший. Либо если ты его кидаешь в суп или просто на гриле, но это будет сухомятка, это, знаете ли, толком от него удовольствия не получишь. Поэтому да, тунец, который обычный, я не имею в виду голубых тунцов, он ровно примерно такого же плана. Подержал его на гриле, все, он сухой. В супе он тоже сухой. Роман, для того, чтобы действительно сравнить, вот либо с той же стороны, либо с этой стороны, в общем, хватай, короче говоря, и сравни обязательно брюшко сначала, а потом уже, да-да-да. Ну и быстренько мнение Романа. Ну да, так и есть, что живот у нее понежнее. Сама рыба вполне вкусная, есть можно, но получается так, что при наличии других рыб здесь эту смысла брать нету, потому что она сильно им проигрывает. Она не такая сочная, не такая какая-то вот прикольная по вкусу. Ром, тогда быстренький рейтинг по тем 4 рыбам, которые уже съели. Хорошо, скат у нас под луком, но тем не менее, к скату ты прекрасно относишься, но именно как здесь нас интересует. У нас был скат, затем у нас ставрида, затем лакедра и неизвестная. Раз, два, три, 4. Ну, скат точно сразу идет нафиг, потому что это лично я не переношу сочетание рыбы Хорошо. с вот этим пареным жареным луком. На первом месте, ну, наверное, вот та, которая слева и справа, они первое место точно разделяют. Ставрида и неизвестная. Да, потому что они обе очень крутые. А вот эта, которая по центру, ну, она подойдет на спрингроллы, как на мясное наполнение для спрингроллов. Мясное наполнение спрингроллов. Я в целом с Романом согласен. Единственное, что скат для меня очень нежный, вкус лучка мне нравится. Так что я бы, наверное, вот у меня первые 3 места было бы. Даже не знаю, вроде. Ну да, это, наверное, было бы первые 3 места. Неизвестная, ставрида и скат. А это вот, очевидно, действительно им уступает. Короче говоря, у нас впереди самая неизвестная рыба. Что, может быть, неизвестнее неизвестного, но я не знаю. Ту я вообще первый раз даже в жизни вижу. А эти вот выглядят как обычные. Дождемся. А финальную неизвестную рыбешку нам принесли в виде хот-пота. Господи, а рыба там есть вообще, нет? Ладно, забулькает, узнаем. А еще кто-то заказал большую рыбу-коробку. Я таких не встречал. Да, она вкусненькая, но неоправданно дорогая. А вот оно уже и забулькало. Давайте среди всего этого по запаху местного карри откопаем где-то рыбку.
Ага, ее разрезали, раздербанили. О, я нашел. У нас будет 2 таких кусочка, очевидно. Давай морковочку тоже. Крупненько все нарезали. Крупненько. И вот так. С травкой, с лучком, со всеми делами. Эх, и горячущее же все. Давай как-то попробуем эту рыбу отковырять. Потому что, по большому счету, я теперь понимаю, почему они продают эту рыбу только парами. 2 штучки. Ну, потому что вот один хвостик. Вот с Романом взяли и как бы и все. Слушай, а что такое мясо жесткое? Прям не отколупывается. Придется кусать. Косточки. Мясо прям твердое. Я от рыбки такого не ожидал. Ну да, палочками не отковырять, кусать надо. Вы знаете, опыт интересный, но чтобы я сказал, что это прям что-то такое необычное, интересное, вкусное, не могу сказать. Много вещей, которые жесткие, нужно пожевать, но при этом они были бы вкусные. Здесь неудобно, потому что костей довольно много, и ты, откусывая жесткое мясо, волей-неволей съедаешь и косточки. И, как видите, после съедания, казалось бы, супчика, вариантов нет, ты довольно сильно пачкаешься. Ложки вот еще есть. Перед тем, как я полностью вердикт об этом блюде составлю, я хочу еще и местный вот этот карри попробовать. С ним, в общем, тоже все понятно. Из всех 5 блюд, или сколько их там было сегодня, которые мы заказали, пожалуй, это самое неудачное, на мой взгляд. Вот эта необычная рыба, очевидно, донная, знаете ли, она похожа вообще на этого морского удильщика, у которого вот здесь вот висит какая-то штучка, и он вот наверх вот так вот хватает всех. Это жесткая, довольно костлявая рыбеха, собственным каким-то вкусом, очевидно, она не сильно обладает, поэтому ее готовят в виде карри. В то же время этот самый карри здесь, Рома любит говорить, что тонну сахара положили на литр воды. И я с ним, в общем-то, буду здесь согласен. Вкусно. Да, это вполне можно немножко вот так вот посидеть, похлебать, да, вполне. Лучок, морковка, кинза, кстати, в тему. Кинза мне здесь понравилась, она подходит. Ну а в остальном Роман меня дополнит. Блин, ну для меня это полнейший какой-то вообще стрём, потому что рыба похожа по текстуре и по количеству костей на речную. Во-первых, ты удовольствия не получаешь по вкусу от нее. И ты же понимаешь, что она не речная. Я понимаю, но она как речная. И плюс еще мучение вот с этими костями, то есть не удовольствие от еды, а мучение. Ну а про суп я, наверное, уже говорить ничего не буду, потому что я всех этим уже надоел, про этот сахар. Поэтому, ну, здесь все понятно, блин. Да, наверное. Если супешник для меня, в общем-то, ну да, сладкий, много ты его точно не съешь. После этого нужно там будет 10 литров воды выпить, только чтобы забить вот эту приторность сладкую. Овощички поесть, хороший набор. Лук имеется, кинза имеется, морковка средней жесткости, не мягкая ее пожевать. Но вот эту рыбу, ребят, я бы не брал. Пусть плавает. Серьезно. Все остальные, нет, ко мне на стол, пожалуйста. А вот ты лучше плавай. Я без тебя как-нибудь обойдусь. Так что, как-то так. Что ж сказать, на мой взгляд, эксперимент получился очень даже удачный. 4 против 1. 4 нам зашли и понравились, 1 не особенно. Ну ладно, лучок мы опустим. Таким образом, получается, что приехали, можно смело экспериментировать и пробовать совершенно непонятные вам визуально рыбы. То есть, не знаете, что такое?
Ну, немножко закажите. Продали нам 2. Вот 2 и хорошо. Не надо десяток брать, а то будет как-то не очень. Короче говоря, готовят вкусно, готовят хорошо, особенно после того, как ты объяснил, что, ребята, не пережаривайте, оставьте внутри сочную. Тогда все будет в порядке, потому что обычно, напомню вам, они готовят так, что будет сухомятка. Местные почему-то так любят. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Как это, хреновина называется, у нас делают в России? Там, или Хреновина. Хреновина, хреновуха. Хорошо, хоть не кротовуха. С виду напоминает лакедру. Лакудру. Знаешь такое. Ладно. О. Такие хорошие салфетки не открываются совсем.